Мировой океан кажется людям единым бескрайним пространством, но на самом деле он разделен на огромные зоны, каждая из которых живет по своим законам. В разных уголках планеты можно увидеть удивительное явление, когда две массы воды встречаются друг с другом, но при этом не смешиваются полностью. Между ними появляется ровная длинная линия, похожая на невидимую стену. С одной стороны вода может быть темно-синей, а с другой внезапно становиться бирюзовой, серой или молочно-голубой. Это выглядит почти нереально, потому что человек привык думать, что любая жидкость должна быстро перемешиваться с другой. Но здесь огромные потоки воды соприкасаются годами и все равно сохраняют свой цвет, температуру и химический состав. Ученые долго изучали этот феномен и выяснили, что за этой загадкой стоят сложные законы физики, превращающие океан в гигантскую систему слоев и течений. Одно из самых известных мест, где можно увидеть эту границу своими глазами, находится у берегов Гренландии. Когда туристические суда проходят через эту зону, пассажиры выходят на палубы, чтобы увидеть невероятную картину. С одной стороны, вода кажется почти черной, а с другой — светлой и мутной, словно в нее добавили молоко. Между потоками тянется белая пенная полоса, подчеркивающая границу двух миров. Кажется, будто кто-то провел линию прямо по поверхности океана. Светлая вода приходит сюда от тающих ледников и несет с собой огромное количество мелкой каменной пыли. Именно эти частицы делают ее такой непрозрачной и придают необычный оттенок. Когда ледниковые потоки сталкиваются с тяжелыми и солеными водами океана, возникает эффект, который напоминает столкновение двух разных стихий. Иногда на границе появляются небольшие водовороты, закручивающие светлую взвесь, но полностью растворить ее в темной воде они все равно не способны. Это зрелище вызывает у людей странное чувство тревоги, потому что природа ведет себя вопреки привычной логике. Если двигаться дальше на юг, к суровым морям возле Антарктиды, можно попасть в одно из самых опасных мест на планете. Здесь сталкиваются два огромных океана, создавая настоящую зону хаоса. Потоки воды движутся с такой силой, что формируют постоянные шторма и гигантские волны. Вода с одной стороны обычно теплее и солонее, а с другой — холоднее из-за ледяного дыхания южных широт. Моряки столетиями рассказывали, что при пересечении этой невидимой линии даже поведение корабля меняется. Судно начинает качать иначе, будто оно вошло в совершенно другую среду. Иногда можно заметить, как одна масса воды буквально наползает на другую, создавая небольшую ступеньку на поверхности. Это происходит из-за разницы плотности и силы течений. В такие моменты океан выглядит так, словно две гигантские стихии пытаются вытеснить друг друга. Особенно опасными эти зоны становятся для навигации. Из-за различий в плотности воды эхолоты и другие приборы иногда начинают показывать странные данные. Звук распространяется в воде разной солености, с разной скоростью, поэтому техника способна ошибаться. Моряки прошлого считали такие места мистическими. Существуют старые записи, где описывается, как косяки рыб или даже киты резко меняли направление, будто упирались в невидимую стену. На самом деле животные просто чувствуют изменения среды, которые могут быть опасны для их организма. В некоторых районах над линиями раздела часто появляются плотные туманы. Из-за разницы температур вода и воздух создают идеальные условия для появления густой белой завесы. Иногда корабль за считанные минуты выходит из спокойного моря в жестокий шторм. Еще одно удивительное место находится между Европой и Африкой. Здесь узкий пролив соединяет огромный океан с теплым внутренним морем. С высоты скал можно заметить, как темно-синяя океанская вода встречается с более светлой и прозрачной. Причина скрывается в испарении. Внутреннее море теряет огромное количество воды из-за жары, поэтому становится очень соленым и тяжелым. Когда эта масса начинает двигаться обратно, она буквально уходит под более легкую океанскую воду. Получается своеобразная двухэтажная река, где верхний слой течет в одну сторону, а нижний — в другую. Моряки прошлого замечали странный эффект. Если опустить груз глубоко в воду, судно могло начать двигаться против ветра, потому что нижнее течение подхватывало его и тянуло за собой. На юге Африки существует еще одна и знаменитая граница океанов. Здесь сталкиваются теплые воды, пришедшие из тропиков, и холодные потоки, поднимающиеся с юга.
Внешне это выглядит как гигантские пятна разных оттенков воды, перемешивающиеся между собой, словно краски художника. Но главная попантеловная опасность этого места — волны-убийцы. Иногда без всякого предупреждения здесь вырастают стены воды высотой в десятки метров. Это происходит потому, что встречные течения сталкиваются друг с другом с огромной силой. Моряки веками боялись этих мест, а некоторые корабли исчезали здесь без следа. Ученые выяснили, что границы океанов существуют не только на поверхности. В глубине образуются огромные невидимые слои воды с разной температурой и соленостью. Теплая вода легче, поэтому остается сверху, а холодная и тяжелая уходит вниз. Иногда эта граница настолько плотная, что подводные лодки способны использовать ее как своеобразный невидимый пол. Они могут зависать между слоями воды, практически не двигаясь. Интересно и то, что разные виды морских животных по-разному реагируют на такие зоны. Некоторые рыбы и морские млекопитающие годами живут только по одну сторону границы и почти никогда ее не пересекают. Все из-за различий в химическом составе воды. Для человека это кажется просто красивой линией, но для живых существ она может быть вопросом выживания. Иногда косяки мелкой рыбы специально держатся возле таких границ, используя их как защиту от хищников. Для огромных кораблей пересечение этих линий тоже становится испытанием. Когда судно входит в воду с другой плотностью, оно может слегка проседать или, наоборот, подниматься. Корпус начинает скрипеть, а двигатели работают с повышенной нагрузкой. Иногда экипаж слышит странные звуки, будто металл стонет под давлением. Все это происходит из-за того, что океан меняет свои свойства буквально за несколько метров. Эти границы влияют даже на климат всей планеты. Океан работает как огромная система охлаждения Земли. Теплые и холодные течения распределяют энергию по всему миру. Именно поэтому в некоторых странах климат оказывается мягче, чем должен быть, а в других, наоборот, суровее. Если баланс течений изменится, это может повлиять на погоду во всем мире. Когда человек смотрит на эти линии в океане, ему сложно поверить, что обычная вода может настолько сопротивляться смешиванию, но все объясняется физикой. Разница в соли, температуре и плотности создает барьер, который кажется почти настоящей стеной. И хотя со временем воды все же перемешиваются, этот процесс может занимать сотни лет. Океан — это единый живой механизм, где каждое течение выполняет свою задачу. Эти невидимые границы напоминают нам о том, насколько сложна и удивительна наша планета. То, что сначала кажется мистикой, оказывается результатом действия гигантских природных сил. И пока на Земле существуют ледники, ветра и океанические течения, эти линии будут продолжать разделять и одновременно соединять разные части одного огромного мирового океана.